Рада приветствовать всех любителей вязания. Часто бывает такое, что душа требует чего-то простого, минималистичного, то ли просто чтобы пополнить базовый гардероб, то ли у вас грандиозный проект и вы хотите немножечко отдохнуть, переключиться на другое вязание, то ли вы просто начинающий мастер и еще боитесь приступать к более сложным узорам. И вот такая кайма будет отличным решением для базовых, простых, легких, минималистичных изделий. Она отлично сочетается как просто с лицевой гладью, так и с ажурными дорожками. Вот здесь я начала немножечко 2 ряда провязала ажурных дорожек, чтобы посмотреть, как получается переход. Идеально смотрится как низ изделия. Также, если вы вяжете от горловины, то можно брать любой из этих фрагментов, то ли только вот этот участок узора по 12 ряд, схему чуть позже прикреплю, то ли высокая стоечка полностью, но опять-таки это будет зависеть от вашей пряжи, вот эта высота, потому что я вязала образец на из достаточно толстой пряжи, это полухлопок, здесь 200 метров в 100 граммах, спицы 4,5 я брала, то есть, тем не менее, смотрится очень-очень элегантно. Кайму эту можно использовать как для легких вещей, будь то там топ с американской проймой, футболка, легкий свитерок с ажурными дорожками или же теплый зимний свитер, где низ изделия будет украшен вот такой каймой. Сама кайма вяжется до неприличия просто, запоминать особо здесь нечего, но начинающим мастерам не всегда понятны обозначения в схемах и как выполняются те или другие элементы. Сейчас давайте рассмотрим схему. Здесь 5 первых лицевых рядов вяжутся практически одинаково. Поочередно единственное меняется направление убавок и накидов. Вторая часть узора тоже очень интуитивно понятная. Давайте приступим к практической части. Раппорт данного узора составляет 12 петель в ширину и 20 рядов в высоту. 12 петель – это вот раппорт узора. Ну, в высоту это полностью мой образец, кроме 2 рядов, которые я начала делать вот такую дорожку, чтобы посмотреть, как оно получается, компонуется красиво или некрасиво. В принципе, можно и полностью вязать изделие вот таким узором, просто выполнять раппорт узора в шахматном порядке. Тоже, думаю, будет очень интересно. Итак, первый ряд. Кромочная петля, я ее просто снимаю. Далее идет 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Изнаночная. 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. Я провязываю вот таким образом, меняю расположение петелек, чтобы они не получались скрещенными. Далее накид, 1 изнаночная и симметрично вяжем ажурную дорожку. Накид, 2 вместе с наклоном влево. Здесь я петельки не меняю местами, они у меня правильно расположены. Изнаночная петля и 2 лицевые петли. Далее у меня идет 1 петля симметрии, она здесь лицевая и кромочная петля. Вот первый ряд узора. Итак, выполняются практически также выполняются первые 5 лицевых рядов. Отличия я покажу вам. Все изнаночные ряды
Нечетные ряды вяжутся вяжутся по рисунку. Здесь присутствуют и лицевые петельки. Вот мы так и провязываем, как мы видим петлю. Один ряд я покажу, далее я не буду показывать четные ряды. У меня идет 3 изнаночные, далее 1 лицевая, 2 изнаночные, накид я тоже провязываю изнаночной петлей. 1 лицевая, 2 изнаночные петли, 1 лицевая, 2 изнаночные. Это я провязала 1 раппорт узора. Далее заканчиваю ряд петлей симметрии в изнаночном ряду, она изнаночная, и кромочная петля, которую я провязываю изнаночной скрещенной. Третий ряд вяжется по тому же принципу, только меняется направление убавок и накидов. Кромочная, 3 лицевые я провязала, далее идет изнаночная петля. Теперь мы делаем накид, а потом провязываем 2 вместе с наклоном влево. Это половина дорожки, изнаночная петля. Вторая половина дорожки — это 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная петля, 2 лицевые петли. Закончила вязать раппорт узора. Заканчиваю ряд 1 лицевой петлей симметрии и кромочная. 4-й ряд вяжется по рисунку. 5-й ряд кромочная, я ее просто переснимаю. 3 лицевые петли, 1 изнаночная петля, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, далее идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 лицевые. Я закончила раппорт узора. Ряд заканчиваю 1 петлей симметрии и кромочной петлей. 7-й ряд, он вяжется точно так же, как и 3-й. Кромочная, 3 лицевые петли, изнаночная петля, накид, 2 лицевые вместе с наклоном влево. То есть вот здесь мы чередуем. Один раз идет накид, потом 2 лицевые, второй ряд наоборот, 2 лицевые, потом накид. В зависимости от этого, чтобы у нас вот здесь получалась красивая змейка, мы меняем или не меняем расположение петелек. Далее изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, 2 лицевые петли. Ряд заканчиваю 1 петлей симметрии и кромочная петля. 9-й ряд кромочная, 3 лицевые петли, 1 изнаночная, 2 вместе с наклоном вправо. Следите, чтобы петельки у вас не получались скрещенными. Накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 лицевые петли. Ряд заканчивается петлей симметрии и кромочной петлей. 11-й ряд. Смотрите, здесь по схеме ряд начинается с 3 вместе лицевой, но в начале и в конце ряда мы будем провязывать 2 петли лицевой, так как нет накида, который будет соответствовать убавке. Поэтому начало ряда мы провязываем следующим образом. Кромочная петля, 2 вместе с наклоном влево,
4 лицевых петли, 2, 3, 4. Накид, 1 лицевая, накид, 4 лицевые петли, 2, 3, 4. И далее идет 3 вместе. Но у меня только один раппорт узора, поэтому я буду провязывать, это у меня конец ряда, я буду провязывать 2 петли вместе. Вы же провязываете 3 петли вместе. Их нужно провязать таким образом, чтобы вторая петелька была посередине. Я сейчас немножечко вернусь назад, спущу одну петельку и покажу, как это делается. Чтобы вторая петля у нас была посередине, я переношу 2 первые петли на правую спицу. За работой поднимаю первую петлю, аккуратно спускаю. Правой спицей поддеваю центральную петлю и ее возвращаю на левую спицу. Теперь она у меня первая. Я таким образом поменяла петельки местами. И дальше их провязываю вот так, просто одной лицевой петелькой. В таком случае вторая петля будет центральной. Вот так это провязывается. Так, теперь все верну. А в конце ряда провязывается 2 вместе с наклоном вправо и кромочная петля. Тогда у вас все петельки, количество петель будет соблюдено, будет баланс и не будет смещения узора. Если же вот в начале или в конце ряда вы провяжете не 2 петли, а 3 петли, у вас будет просто смещен узор. 13 ряд. Кромочная петля. Начало ряда 2 вместе. Далее идет 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Накид. 3 лицевые петли. Накид, 3 лицевые, 2, 3. И далее вы вяжете 3 петли вместе. И только когда довяжете до конца ряда при поворотном вязании, тогда у вас будет 2 вместе с наклоном вправо. Если же вы вяжете по кругу, то у вас будет все время 3 вместе петельки. Вот провязали 13 ряд нашего узора. 15 ряд. Кромочная. Начинаю ряд с 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее идут 2 лицевые петли, накид, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5. Накид, 2 лицевые. Далее вы вяжете 3 петельки вместе, а ряд заканчиваете 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И кромочная петля, лицевая скрещенная. 17 ряд вяжется по тому же принципу: кромочная. Начало ряда 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 7 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, 1 лицевая, 3 вместе. Я же заканчиваю ряд, поэтому я провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо и кромочная петля. 19 ряд. Кромочная. Начало ряда 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 9 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Видите, оно понятно интуитивно, где заканчиваются лицевые и начинается накид. Далее идут 3 вместе лицевой с центральной петелькой второй. Я же заканчиваю ряд, поэтому у меня будет 2 петли вместе с
с наклоном вправо и кромочная петля. Вот такой узор у нас получается. Надеюсь, он вам понравился, и вы найдете его применение для своих красивых, идеальных изделий. Кстати, когда вязала образец вот вместе с вами и подсматривала на провязанную эту кромочку, я обратила внимание, что вот эта часть узора похожа на перевернутые тюльпаны. И если вот действительно горловину сделать, и получится тюльпаны среди сетки, только нужно будет, чтобы они имели вид тюльпанов, провязать где-то 14 рядов. Вот так. Смотрите, как замечательно будет смотреться тюльпашки с американской проймой маечкой или же просто стоечка к свитерочку. Всем легких петелек. До встречи на канале.